Если что, дурите голову Лёши, я тут вообще не при делах. Но я в этом году его хочу поженить с Кортисом. Куда не приеду, везде он. Как ты везде успеваешь, Сань? Вот, он знает по Юпитеру все. Да прям. Талик тест-драйв устраивает по сахаристости. Ну, конечно Магдальский. же, Виктор Магдальский. Этот сорт нельзя не Виктор Магдальский. Очень черный кристалл, смотрите, какие. Ягода гулял, да? Ягода капец, конечно. У него иногда бывает меджи, но это если вообще руки растут не оттуда. Можно Виталику лицо набить. Я промолчу. Я понимаю, к чему этот провокационный вопрос. Все бегут к Магдальскому, закусывают тосоном. Мы вас на десерт оставили. Уже давно созревшая висит. Всем привет! Мы на Минской выставке, которая проходит в Самофалычах. Это примерно 10 километров от Минска. Ну давайте посмотрим, чем удивит нас выставка Минская. Пинскую мы уже посмотрели, теперь давайте посмотрим Минскую. Еще не с чем особо сравнивать по Юпитеру. Просто у меня в том году я меньше нагрузку дал, и как-то ягода крупнее была. Вот, он знает по Юпитеру все. Да прям. Если нагрузку меньше, Ягода Вопрос крупнее. такой. если честно, то у меня он только первый раз заплодоносил. Я по Юпитеру ничего не скажу. У меня до сих пор кожица терпкая. Она До сих пор. твердая и терпкая. Да, она да. что-то Ну, самое. у него внутренность зато классная, Вроде это понятно. созрел, но Карась Павел. Так, а подскажите, вот какие сорта в этом году выделились характеристиками своими в положительную сторону? Здравствуйте. Ну, пестрый выделился, очень рано созрел, очень вкусная ягода. Цимус, как всегда, хорош, долго висит, не треснул, вкусная ягода без косточек. А из того что-то новое, модница. Вот. Она уже 2 недели готова, уже портится, но просто непередаваемый вкус, пожалуйста, попробуйте. Модница? Не вкус, а как консистенция, Огурец. как огурчик, да. Сахар есть? Косточка темная. Хороший, мне нравится. Да. Ну, Миланка первая, сигналка. Когда тоже был готов? Уже недели 2, но это сигнал, сложно сказать. Ну, вкусный, мне понравился, кстати. Да, поэтому вот. А как Рэмбо себя ведет, кстати? Ну вот это пристенок, попробуйте. Он такой мармеладный. Ну, сахара меньше, кстати, чем у Мадонны. Вот после Мадонны, Модница. ой, модницы, после модницы он такой, Ну, во-первых, модница сигналки, а там же грости, он подгруженный. Это хорошо. А что пошло не так, какие сорта? потрещал перцовый красный. Это вот какой ужас. после вот этих дождей. После этих дождей, да. А сколько дождей у вас не было? Почти месяц. Весь август. То же самое. Ну, в принципе, август спас нас немножко, Да, правда? немножко спас, но и что у нас еще все-таки не было заморозков, не побило нас. Поэтому Не надеемся, прихватило. что лоза... Ну, хоть какая-то надежда уже на вызревание лозы Да, будет. да, совершенно верно. Ясно. Хорошо, все, хороших урожаев. Да, всего доброго. Вот тоже люди советуют, очень пестрый, что вкусный, урожайный. Кстати, попробовал хороший мускат, очень приятная ягода. Так, рубиновая капля. вот она. Как вам по вкусу? Ну, вкус гармоничный, ну, без изысков, скажем так. Ну, интересный, хороший. Ничего плохого сказать не могу, но я любитель просто мускатов. Я люблю яркие вкусы, поэтому для... Хелена, пестрый. Ну, Миланка. Да, Милан, кстати. Да, и Миланку все хвалят, да-да-да. Попробуйте. А я пробовал, я уже... Все, спасибо.
и по Минску специалист. Надо было приехать. Леш, твоя полесская красавица, форма 1.6. Ты ее назвал полесская. У меня народ спрашивал твои контакты. Давай-ка гласи. 338 86 18. 029. Все, если что, дурите голову Леши, я тут вообще не при делах. Давай посмотрим твой стенд. Немножко как-то солнышко мешает, но я думаю, будет все видно. Ну вот она, знаменитая Лешина полесская красота. Реально вкусная, очень вкусная. Но надо пораньше снимать, потому что уходит мускат. Сразу созревает, да, четко слышен мускат, но потом как бы больше сладость. Так, это у тебя и технари. Как ты вообще технарями? Доволен? Доволен. У тебя любимчик какой-то есть, напомни, какой? Денисовский, по-моему, да? Да, да. Чем он тебе так нравится? Ну, я с ним работаю уже очень давно, поэтому он очень технологичный. Вот. Ну, немножко боится мильдию, надо просто профилактику вовремя делать. Вот. А все остальное 100% устойчивость к гнилям, то есть вообще без проблем. Хорошо, а Вино чем очень именно надо. понравился? Вкус вина из него или что? Да, да. Тебе вино из него нравится? На фоне остальных? На фоне остальных, но я в этом году его хочу поженить с Кортисом. Это ты купаж, там сипаж, что-то хочешь сделать, да. короче. Мгм. Ну и уже посмотрим, что получится. Алексей Первой, кто не знает, знакомьтесь, звоните ему, пишите письмами, письма мелким почерком. Все, Леха, спасибо, давай. Так, опять Саша Дубовский. Куда ни приеду, везде он. Как ты везде успеваешь, Саня? Как? Мало спим, много работаем, да. Ты очень шустрый. Да, да. Откровенник, я понял. Ну давай посмотрим. Ты почему-то в этот раз здесь стенд поскромнее решил привести. Да, во-первых, ягода была уже вся основная снята, реализована. Вот это, что ты видишь на стенде, это ягода оставлена была для себя покушать. А, так в принципе у тебя уже ничего и не осталось. Ну как, немножечко есть, потому что если ты приедешь ко мне завтра в гости, то в любом случае я тебе с 2 ящиками награды Ну понятно, домой отправлю, это да. так уже на покушать. А так уже Нет, конечно, масштабы. да, основная масса срезана. Еще осталось, может быть, албики, гроздей 5-7. Осталось черный кристалл. Остался у нас Казанова, Байконур. Нет, в принципе, ягоды еще много. Целый куст еще висит Юпитер. Он висит очень хорошо, долго висит. Не теряя своих вкусовых качеств, поэтому мы оставляем его на потом. Саш, вопрос по Юпитеру. Все жалуются на терпкость, на жесткую кожицу. Когда это уходит состояние? Или оно... Тут все-таки, понимаешь, все зависит, во-первых, первое это почва, второе нагрузка, в-третьих, погодные условия. Вот. Так что, может и не уйти вообще эта терпкость, ты хочешь А сказать? может и не уйти. И жесткая кожица тоже. Ну, жесткая кожица, тут опять же, это уже почва. У меня, допустим, на моих песках, у меня всегда тонкая кожица, вкус хороший, интересный. Вот. На суглинках пробуешь, немножечко вкус уже иначе. У меня суглинок. Да. Вот. На кустах перегруженных урожаев все проседает. Поэтому даже по Юпитеру, хочу вам сказать, в корне собственных вариантах, все-таки за нагрузкой надо следить. Но у меня он вообще не догружен, но терпкость немножко есть. Это если уже так придираться. Но сахар, все там шикарно. Солнышка-то в этом году не хватало, тепла не хватало. Какой сад в этом году? Никто же, наверное, не считал. Ну, я думаю, рассчитываю повисит, все-таки он немножечко улучшится все-таки. Ну, будем надеяться, что будет хорошая солнечная погода, и ягода наберет сахар, вот, и вкус изменится в лучшую сторону. Надеемся. Спасибо, Саня. Мало не мало, но вон такие нормальные ящички, нормальные кондиции такие. Есть чем побаловать. Так, ну вот Дмитрий Лешкевич нас балует опять своим стендом. У него, как всегда, все шикарно и замечательно. Дим, расскажи, вот какие сорта в этом году накосячили, а какие наоборот? Накосячили? Вообще-то накосячил я. Так, сорта ни при чем. Если Под топор Диму. я даже не могу сказать тебе точно, треснули бы они или нет. Я просто один применил рецепт, Домашний. который превратил несколько сортов, да, неприличное зрелище. Скажи, какой рецепт, чтобы мы такое неприличное не повторили. Рецепт, значит, 120 грамм монофосфата калия, но я захотел сделать повкуснее, чтобы было винограду, и туда нашатыря влил. Ну, чтобы добавить азота, чтобы ему было вкуснее, понимаешь? Так. И это по листу? Он его начал пить, короче, листом, да? Вот на глазах буквально высыхал лист. И через Так, 15 наверное, минут... пожег просто нашатырем. Не, смотри, я же на грозди не брызгал, да? Угу. Я же по листу шел. Лист нормально, он пил с удовольствием. Но через 15 минут уже сиреневый треснул. Я в ту сторону шел, да,
Он был целый, я еще посмотрел, ну нормально, начинает краситься, все так вроде в порядке. Иду назад, уже трещины сверху. Какая-то реакция молниеносная. прям. Думаю, ничего себе, вот это жрет. Короче, больше таким баловаться не будешь. Больше все, ну я же теперь уже буду Ну знать, да, что попробовать-то вот надо было, этого руки-то делать чесались. точно не надо, понимаешь? Ясно. Хорошо, что вообще понравилось в этом году? Делал ему грация. Это с двухлетки, понимаешь? Ага. Это еще не вся ягода, Это конечно. что-то новое, я что-то не припомню у Это тебя да. грации. С мускатом очень плотная мякоть вообще. Нет такого намека на треск, ничего, вроде бы как... вроде Это первый как- урожай, да? Да, это с двухлетки вот контролечки у меня были. Ничего себе контроль. Контролечка нехилая, Ну, да, во. бомбочка. Такие бомбилы выбрасывает. Ну, перспектива есть. И треска нет, ничего такого. Потом интересно, знаешь, что... А Днепра? Да. Тоже вот- новый какой-то? Ага, новый сорт. Это тоже с двухлеточки такой, ну классно набрал сахара. Опыление как опыление. Очень вкусный. Вообще очень вкусный виноград. И что... Самое смешное, что у него ничего из изысков нет, но у него Да. гармония очень приятная такая. Супер. Огни Днепра. Очень вкусный. Ну, Кстати, стопе. Мускат какой-то легкое что-то такое, да, там еле-еле уловимое, и то в конце. Слушай, нормально. Наверное, будет толк с него, потому что Наверное, да. И куст Я еле уловил и то в конце. Может разные ягоды попадаются? практически от земли Мгм. немножко убрал. Нормально, должно быть хорошо. Ну так, клубничный, ну я, конечно, Ну это в том году мы у тебя, конечно, его при попробовали. перегрузе, Подожди, это клубничный? Да. О, так он... при перегрузе Нормально я его выдал. не нормировал вообще, он по 2 грозди навалил мне там целый куст винограда. Ну нормально, в принципе, и есть и вкус, все. У нас не будет лучше, или одно, или другое. Ну да, да. Что-нибудь обязательно случится. Нам не до жира, так Да, сказать. нам не до жира. Ну, Эверест, я так, смотрю, трещинки какие-то, да, ну, появляются. что-то, Есть да, немного. что-то немножко на носиках. Ну не сильно, легкий треск. Это все-таки он у тебя в теплице или нет? Вон теплица, да? И чуть-чуть треснут, да? Слушай, а в открытом грунте треск есть? Или у тебя Не было, нет. не было? Он у меня был в открытом грунте, но он очень поздно созревал. Ну засуха все равно было месяц, и тут резко дожди Да, линули. ну он возле края. Это даже не теплица. Я его хотел выбрасывать. Он сидел как бы в школке, а Лариса не дала выбросить. А по кальцию отрезка, кальцием отрезка работаешь? Кальцием по нему не работал. Вот это вот белая акация, да? Ага. Кальцием работал. Сидит посредине Ага. парника, Ага. вода никакая не Порвала. попадала. Ага, Понимаешь? вижу. Порвала. Потом сиреневый, вот смотри. Мгм. Ну вот ты возьми вот есть микротрещинки. верхнюю ягоду возьми. Если попробовать, да, есть за что бороться, понимаешь? Там мякоть, да? Там... Я дерну, да, ее? Да, ты попробуй ее, потому что, в принципе, я Ой, хочу как за него, хрустит. я за него хочу побороться еще, понимаешь, за сиреневый. Странно, он хрустит, но при этом трескается. Как-то интересно. Ну вот, возможно, это моя подкормка его привела к этому вот состоянию, понимаешь? Мгм. Потому что до этого как-то, до подкормки у него не было такой проблемы. Понимаешь? Ну, честно говоря, сахара маловато. Нет, так ему просто рановато еще. Тем более, что куст первое плодоношение, и он в перегрузе. Не надо было столько грузить. Вот это вот, эта жаба, понимаешь, вот она да. всегда придавливает и делает только хуже. Вот что не трещит, вообще намека нету. Перцовый черный. Ага. Доволен ты им, да? Я доволен очень перцовым черным. Находка Калугина, смотри, на улице, да? Чисто улица. Он уже нормальный, в принципе, его можно есть, находку Калугина. Нормально Алвика. Тоже первое плодоношение практически. Еще понятно, что ягода будет Чуть-чуть побольше. тоже трещинки. Короче, есть немножко. Вот на кончиках везде, может, там почти где-то, везде. да, Да, где-то. пошел треск. Это красота. Ну вот Эверест, я смотрю, треснуло и затягивается. Затягивается. Он не гниет. Это хороший признак. Черный кристалл здоровучий вообще. Мы сейчас ягоду бросили, 26 грамм ягода. Я понял. Нормально так, короче. В принципе, сезоном доволен, да? В принципе, бывает и хуже. Это понятно. Видели мы и похуже сезоны. А у Град меня был? же был град. У меня был град с вишней. Ты что? Короче, Меня на улице вылупила мама дорогая. Ну, хоть заморозки не зацепили. Или зацепили? Заморозки зацепили. С работы приехал. Лариса говорит, морозы. А мне так не хотелось. Но она меня погнала со спанбондом. Мы, короче, на прищепке повесили спанбонд по рядам. Все, что выше спанбонда, легло. Ну, жена помогает, так Если что б не молодец. Лариса, ничего бы уже не было бы точно. Сам бы поленился уже, да? Я после работы уже не мог ноги передвигать.
Я бы лег на диван и все. Все, Дим, доброе, спасибо. Все. Благодарю тоже. Черный кристалл, смотрите, какие. Древесины Ягоды. нагулял, да? Ягода попёр. капец, конечно. И Очень попёр огромная. он. Верхние хорошие пощипали, уже попробовали. Да, супер. Огонь просто. Людмила Изуфатова завсегдатай самохвалочной выставки. Она нас, как всегда, радует крупной ягодой. Людмила, что самое вкусное в этом году? Вот, и самое некапризное? Вот так, вкратце. Самое вкусное в открытом грунте это потомок ризомата. Виктор. Кстати, Виктор. Кстати, очень приятно. Да. Вот Виктор. И грозди радуют, и красивенькие. Так, Ну, вот Виктор, это. я видел вообще в этом году многие Но грозди посерьезнее такие. Короче, если бы- он дает жизнь, я Но смотрю. мне он нравится. Мгм. То, что сладкая ягода. Этот блестящий нравится вкус. У меня блестящий Ягода не выкорчеван, потрещала, лозы ничего. поломались все. Короче, я не стал с ним мучиться. Ягода даже не треснула. Открытый потомок ризомата. Грозди сумасшедшие. Это потомок такие. ризомата? Да, это Я думал, это сумасшедшие. какой-нибудь Виктор или Преображение. Нет, это потомок ризомата. Одесский Что сувенир. арочный всегда, Теплица, одесский 100%. теплица, да, одесский Набирает сувенир. кондиции? Набирает, он уже в принципе готов. Илья, он уже у нас отходит. Лантия нравится, кишмиш. Ага. Вот грозди такие красивые. Ну да, выполненное хорошее. Ну, по сути, все Кишмиш- набрало кондиции к да, выставке, да? кишмиш Все успело. Афродита все время. Это какое сегодня число у нас? 16-е. 16. Ну вот, середина 342 сентября. наверное. тоже уже остатки. Но мне больше нравится кишмиш 23, 16, 63. Господи. Ну, наверное, эти. Ну. И чем он Номерные. лучше? Тем, что ягода более поплотнее, да, мягкая. А не Это трескается? будет Не трескается ничего. Кишмиш соль, да. Ну, он немножко еще с Он и кислинкой чтобы сегодня. ему повисеть. Все, хорошо, Люда. Все, спасибо. Хороших урожаев. Спасибо. Лучистый вообще огонек. Очень вкусный, сладкий, мускат обалденный. Но в нашем климате, конечно, теплица. По-другому никак. да. Виталик тест-драйв устраивает по сахаристости. Расскажи, самый сахаристый уточили на какой? Липаес Динтерс 24 с хвостиком. Ух ты! Можно сказать 24,4, 24,1. Лучистый 16. Вот лучистый лучик. Это 18 загадка 18, Шарова. Нормально. Магдальский 18. А, это теплица или открытый? Не, это открытый грунт. Так, я намазал. Хорошо, хорошо. По этому году я считаю, что Отлично. Это не хорошо, это отлично. нормально, нормально. Ильич, какой вот больше всего понравился в этом году? Самый такой некапризный оказался. Ну, конечно Магдальский. же, Виктор Магдальский. Этот сорт нельзя не Виктор любить. Магдальский. Очень. Его просто нельзя не любить. Ну, у него мускат Каждый яркий, там хороший. посетитель этого участка моего. У меня был Тукай, я остается его к удалил, нему потому что он равнодушным. вкусный, но нифига не опыляется. А вот Магдальский, наверное, ему альтернатива. Пользуется спросом очень сильно. Хоть бери до второй курс сади. Загадкой Шаровой тоже вот такой как бы и невзрачный сорт. И Это же ходили. универсал, по-моему, да? Это универсал, и он очень хорош в еде, тем более обладает таким, я бы сказал, необычным вкусом, который меняется по мере весеннее на кусте, у него вкус меняется. Что-то такое вот отдаленное лабрусковое есть, и что-то мускат, ну, в общем, такой Короче, букет. вкус улучшается, чем больше Да, весит, тем да, лучше. да. Розочка, конечно, так, если она уже не общипанная. вау, но... Уже общипанная. Ладно, а я его тогда попробую. Рекомендую. И Магдальский закусить. Не потеряла ничего у Магдальского. О, вот это мое. Ну, Магдальский конечно. Я огонь. считаю, в чистом Так все поле он говорят. ко 2 сентября всегда съедет. Лоза всегда вызревшая. Что надо? Болезнь, в принципе, он, ну не хуже 100%. У него иногда бывает мильдию, но это если вообще руки растут не оттуда. Да, да. Если ухаживать, он никаких проблем. Он все устойчивее, чем Юпитер, как по мне. Вадим, мнение по Аркадии. Только самые лестные отзывы. Можно Виталику лицо набить. А я промолчу. Я понимаю, к чему этот провокационный вопрос. Как бы местность Ребята, одна, но Нет, он его любить можно хает. все что угодно, это ж Если- никто не Нет, запрещает. Я с Виталиком согласен в таком плане, что да, это сорт не для открытого поля. Ну,
А если ему найти На Витебщине. нормальный, да, Да он тем и более, здесь не да для в любом, открытого. даже и на Меньшине. Ну, он Через и здесь- неделю ко мне подъедешь, я он не- тебе, он я и тебе здесь дам. не для Я открытого тебе дам Все равно попробовать. у тебя Рада- там немножко заборчик, ты не говори, я знаю. Нет, работа, я не в любом спорю, случае надо но у меня не работать. теплица. Это сорт не для чистого поля. Если Я не подобрать говорю про нормальное поле, место, но открытый грунт может. вопросов нет, не перегружайте. Не, это Ох, понятно. как она Да, не любит. да. Но он очень стабильный, я Но вообще что очень доволен. стабильности у ней там равных нет. Да, нет, самое-самое. сорт стоит. Как и по тасону. Мы сейчас сахар, давай. попробуем. Элич, Да. Это вот Тасон, я знаю, Элевича любимчик. Элич, провокационный вопрос. Почему он любимчик? В нем, я не скажу, что там Потому вау. что Вот честно. в нем сочетаются как бы лучшие качества чистой, как скажем, европейского винограда. У него, кстати, терпкость еще есть. Ну, возможно, потому что он уже месяц перевесил. Короче, на фоне его Тукай красавчик. Ну, они Ой, как бы, Магдальский, я, пардон, Магдальский. я бы сказал, что они равноценны. Они оба мне очень Магдальский нравятся, слаще. наиболее востребованы. Кто бы ни приходил, все бегут к Магдальскому, закусывают Тасоном. Очень радует Велес в этом году. Ух ты, О, красивый. теплица. Да какая Не разница, скрываю, везде красивый. не, ёпта, не красивый. скрываю. Одна обработка гиберелином была. Ну, отравимся гиберелином. Это не страшно. Ты, кстати, вряд ли... Очень реагирует. Что-то я муската вообще не на ловил. Достаточно Ну, не небольшую важно, одну господи, сейчас же обработочку, холодно. небольшой концентрацией. Ну, хотя да, после Магдальского все будет сейчас уже такое пресное. Ну да, я обычно, ты правильно говоришь, Виктор, что Запей водой. Магдальские посетителям участка Налейте я лучше даю на водки. закуску. Кило 300. Ильич, ну давайте так, это все вот уже для продвинутых пользователей. Да, вообще Сильно да. для продвинутых. А задвинутых? А для простых дачников, вон, пожалуйста, Для сади простых. и не... Да, Магдальский Не, ну, это для начинающих, Посадил, кстати. и он сам себе растет. Магдальский как для и должен начинающих расти огонь виноград. будет. Мы с Любые Игорем ошибки похуже, прости. конечно, в этом плане. Сигаребе? но, У него с лозой в принципе, сложнее. Намного сложнее. Да, он приятный вкус, он не Ну да. оставляет тоже равнодушным. Букетик и довольно приличный букетик. Тоже Ничего терпкость не осталась. делать, он на разгон тяжелый очень сильно. Такой. Цепляет И болячки да, цепляет. И, да, всё. И его да. корми, не корми, он все равно сидит. ему Короче, теп- слаб на передок, я Ну, понял. ему тепла не хватает. Ему не Ну и хватает для тепла. дачников еще, вот, конечно, Зато 42 это тоже наш сорт. Для 342, кстати, очень хорошей кондиции. И устойчив. А Ну, по я треску? еще Как по треску попробую- он? Нет, я вижу. А вообще? Игру Вообще он у меня никогда не трещал. У меня трещал. Хочу с ним поработать в плане попробовать Растянуть. Есть положительные моменты в этом плане. Есть. И Или я ре- думаю, или что вырезать, и мучиться, и или ягоду пырснуть. увеличить можно. Да? Осознает, Знает, куда садить. конечно, Да, знает, осы его, да. кстати, очень хорошо жрут. То, что касается новинок, вот гусар. Альтернатива. Да. Альтернатива дубовскому розовому. Немножко ягода уступает, но по, как бы я сказал бы, устойчивости к тому же треску, он получше. Еще Поправочка, тогда открытый по вкусу грунт или нет? Не, это теплица. Получше? Попробуйте. Получше? А потом сразу магдальским закусите. Это гусар. Это гусар. Вот совсем новиночка как бы. Давай Да, сразу да, по это сахаристости. Ну, она не будет, она не дошла ей еще. Не, это понятно. Ну, в любом случае, у вас еще вегетация недели 2 будет, я так понимаю. То есть у нее есть еще запас. По теплице тут По теплице вопросов есть нет, запас, да, поэтому- Хороший не вкус. переживаю. 12-1. Ну, я думаю, что недельку-две он будет свои кондиции заберет. Сколько у нас реально получилось в этом году? Там, может, 1800 сад какой-то? Не будет больше. Да, Ну, 2000 может, еще 100% 100, да, не ну, будет, потому пусть что у нас 100 еще. безморозный период очень маленький в этом году. 2000 не наверху. Не наперется в этом году. Поэтому что ждать? Вот еще одна новиночка. Хелена. На сегодняшний день, опять же, она у меня испытывается пока в теплице. Но на А, это мы, сегодняшний по-моему, день- лакет уж пробовали в том году, да? Да, есть, по-моему. Я про нее расскажу вот. Лоза на сегодняшний день вызревает исключительно. На нее очень хорошая надежда. И потому что я она думаю, прекрасно что себя да, показывает. она мускатным такой оттенок есть, и я думаю, что вполне можно где-то попробовать. Я уже пробую, мне нравится. Ну, не Виталий, будем будем ждать зарекаться, не будем результатов от зарекаться, тебя. потому что, даже в том году вызрела лоза. Перезревшая румба. У меня то же самба. самое. Ну, она Там похожа, тоже красивая, да. красивая. Цвет обалденный. Да, это братья-близнецы или, Да. или Как по мне, сестры-близнецы. я их ни по листу не различаю, ни по лозе, по-моему, они очень похожи. Очень похожи. И по вкусу они похожи. А вот и круто, 17,6. О, Крупничок. И... Да, да. Ну да, он такой ближе к очень раннему. Ну и вот, Валек? Ну да. абсолютно верно. Валек? Ничего себе.
Точно, Валюк? Люблю я этот сорт. Слушайте, ну он у вас какой-то Не, огромный. Но не люблю того, что вот я второй год не могу добиться вызревания лозы. 100%. Ну не хочет она зреть. Будь то под нагрузкой, будь то под небольшой нагрузкой. Ну, у него грушевый мускат этот обалденный, конечно. Да, Там да, просто это бомба. даже Давайте будем пробовать. оператору надо дать Опа. обязательно. Я уже так Да, нагло. это ничего. Виталий, девчонка. Такое да, такое надо пробовать. Да и выставка к концу Обалденно подходит, пускай. Хороший, вкусный. Ну, груша. Сахар Но он есть, такой кислота есть. мармеладный, такой. Чуть-чуть кислота Хороший. еще не ушла. Чуть-чуть есть, да. Валек. Слушай, 15-0. Ну, гармонично. Но, не, кислота Не, перебивает. Кислота Ну, перебивает. Чуть-чуть кислоте уйти и будет вообще. Когда с юга привозили, да, и кость зеленый. То есть, когда с юга привозили, сахар такой же был, ну, 16 был, но кислота уходила, он был, ну, более... Ну, я лично закормит сегодня. Это что, Ну, а ладим, что ли? как же, это Аладдинчик. Это тоже вкусно. Вот у него, кстати, я помню, пробовал мускат очень вкусный, но больше я почему-то этого Нет, ты муската знаешь, не улавливал у у других. Валька намного сильнее мускат, намного. У него такая Выбирай. Любой. своеобразная гармония с Он тоже легким девушка, мускатом. да. Вот этому тоже давай. Вот этому вот бородатому Спрятался. Опять руки пойдет сейчас. Если честно, после этих концентрированных мускатов я уже вообще ничего Он не есть. улавливаю. Он есть мускат. Я уже ничего не ловлю. Мускат Есть. есть. Есть, но не умеренно такой. Не надо было мне вот эту вот пробовать. Да, вон вкусненькую. Надо было, Надо но было. напоследок. Напоследок. Я лишь неправильно все сделал, как всегда. Ну смотри, так он даже не Не с того выдавливает. конца начал. Я намазать не без могу. проблем. видишь? Можно Вот сока солить нет. вместе с огурцами. Кстати, да. ну, Режь, да, вместо мяса. Мясо сплошное. Так выдавить не могу. Косточка. Ну, и косточка вызревшая все. 18,4. Нормально. Обалдеть. А мы пробовали, как в 19 году было 13, да, по-моему? После дождя, когда там дня 4 дождь прошел и холод был. Рэмбо? Рэмбо. Красивый. растет. Красивый. Зеленый, еще не готов. Здесь можем не рвать, там будет кислота больше. Не прав. Что, неужели он просто не окрасился? Не прав. Да? Ну, Испортим внешний вид. Я не буду это самое. Так, Вадим, смотри. Друзей кормить. Кислоты практически нету. Не, немножечко еще все-таки есть, но Нет, уже, в не принципе... морщится. Сахара маловато, но вы кислоты ж не уже нету. морщитесь, нормально. Не, Сейчас не проверим морщимся. сахар. Ну да, сахар есть. Ну, капай. 14, 13,9. Ну вот А, видишь, нормально, я сказал, нормально. 14. Мастер. Нормально. Так Скоро только и уже прибор не рефрактометр понадобится. надо. Абсолютно. Все на Вкусовые зубок. рефлекторы работают безотказно. И знаешь, что ты точно тебе понравится? И ты не пробовал вряд ли вообще когда-либо. Давай, Аюта похвастай. у вас была. Вот Дайте она. ему попробовать. Не аюту. пробовал аюту. Не Да, Я ее найти Ой, не мог. очень зря на самом деле. Виктор. Очень шикарный сорт. Ну. Сними сам себя. Вот реально. М, Оцени. Есть мускат, мгм. есть Да. Сочность есть. и плотность. Огонь. Мне понравилось, кстати. А как с Нормально, созреванием лозы? Великолепно. Великолепно. Одна из лучших. Открытый груд. У меня в теплице. У меня в открытом. У тебя идет, да? Да, и лоза Как? зреет. Минская область. Волжск. Полоски? Лоза зреет. Каждый год зреет лоза, каждый год нагрузка. Все, есть о чем задуматься. Будем знать, у кого Но брать. из минусов один большой треск, как у подарка. А, Одинаковый. трещит, да? То есть есть подтреск приблизительно такой же, как у подарка, как у Супер Экстра. Они все с одной пары. Вот, то есть Супер Экстра, подарок не святая, Юта, все могут подтрескивать. Ну, он из этой вот всей бригады, грубо говоря, там Заря, у него лучше всего лоза зреет. Ну и мускат хороший, и мякоть хорошая. Сахар. Все, Элич, накормил, спасибо. Здрасте. Мы вас на десерт оставили, потому что к вам не пробиться было. Что будем пробовать? Давайте так, что у вас вообще в этом году вот порадовало? Открытый грунт давайте сразу. Я знаю, у вас теплица в основном. По открытому, да. Потому что мы ленивые, мы не любим теплицы. Хорош был Нельсон в открытом грунте, была шарада неплохая. Ягод, к сожалению, до сих пор не осталось, потому что были заморозки у нас, пришлось все поснимать, ну и дать лозе созреть. Вот Царава Сагра неплохо, очень хороший сахар, рано созрел, мускат, Гарольд хорош, памяти учителя, да. При стеночке растет. Вот таких гроздей было, не знаю сколько штук, но очень прилично. Теплица тогда что? Вот эти бомбы, я так понимаю, это теплица. Теплица радует всего. Я не Теплица знаю, что тут, ну вот, сказать вот, вам, что вот мой меня не пальчик не порадовало. маленький, и вот как бы вот размер ягод. Украина, да. Капец. Да, разница вот открытый грунт условно и теплица. Ну, блин. Бешевский. Ух ты. Капец. Ну, в этом году не догрузился, поэтому, наверное, вот такой вырос. Смотрите, подснежник. Так, это у вас, Все это грозди же у вас какой натуральные. регион? Это у вас... Все грозди натуральные, ничего нигде не простригалось, никаких гиберелинов не использовалось, никаких
никаких стимуляторов роста, кормила кристаллоном под корень. Было 4 подкормки. Для вызревания лозы что вы делали вообще? Пользовала коричневый Кристаллон. кристаллон. Я его, наверное, с середины июля дважды. По листу? Дважды давала, нет, под корень. Все под корень. Да. Ну это по-богатому. Дорого-богато. Ну, зато лоза. качественная. Зато вызрело, да? Это гораздо лучший эффект, чем по листу. По листу это надо ходить каждую. Ну, раз в неделю, Это да. буду удалять. Вот это на удаление перцовый красный, натали на пошел? удаление, изумление на удаление пойдет по причине треска. Может дать что попробовать? Ну, на ваше усмотрение тогда, что, вот чем вы, Аджину Гусева. чем вы меня хотите, как бы, ну, так, порадовать, Удивить. удивить, да. Джина? Гусева, да. О, мускатик, сладенький, кислоты. Нет, и косточка коричневая. Ну, теплица. Сколько дней у нее заявлено? Трудно сказать, потому что их заявки, вот эти с каталогов, они к нашим срокам не подходят. У нас в этот же промежуток времени сад гораздо ниже, чем Ну да, в есть Украине. Поэтому вот эти дни надо все смотреть. такое. Вот это по месту. очень было вкусно. Мне Спрашивают люди, что вкуснее, Прима Украины или Джина. Ну, Прима, Скажите, да. что вкуснее. Кстати, Я Прима. считаю, что У меня это- только сигналочки дала, но там малюсенькие. Но Что это оба достойных сорта, их не надо говорить, там сравнивать, Кстати, что, треск что вкуснее. у Ну, это плодоножки она может быть, да? перевесила, очень уже давно созревшая висит. Вкуснее Джина или нет? Джина вкуснее, кстати. Джина вкуснее. Но я считаю, что Почему? это оба Я- достойные сорта, их, вернее, гибридных форм, их не надо сравнивать между собой. Этот сам по себе. Я не этот сам улавливаю по себе. здесь цитрона. Он у вас реально перевисел, наверное. Перебила Джина. А может быть. Да. Потому что Прима, У ну нее она для меня немножко- очень яркая была. А здесь, после Джины, я Примы практически не ощущаю. Вы реально удивили. Я рада. Добренько, все, спасибочки. Сейчас я вам еще Николь дам. Ну, это, Ну, давайте. Николь? попробуйте, да. Николь. Возьмите еще пару ягод. Ее так надо, Нет, знаете, я так объемся. Не, нормально. Этим не объедайтесь. Ее можно есть как семечки. Вкусно. Реально вкусно. Я с костями. Ну там, я не могу понять, там, Черешня желтая. ну что-то да, что-то такое. Второй трудно просто описать вообще, что я ем. Это у вас Могилевская область, правильно? Витебская, Орша. А, Витебская у вас? Все, я понял. Севера. Ну тогда понятно, почему столько тепличных. Добренько, все, спасибо. Мы отмечаем всех участников, потому что мы благодарны вам, что вы откликнулись и что поучаствовали в нашем совместном таком мероприятии. Дипломом награждается Лекатуш Елена Николаевна. Так, Точилина Ольга Станиславовна. Точилин Вадим Ильич. Вам спасибо. Юзефатова Людмила Васильевна. Вам, да. Ну, конечно же, Устинов Владимир Николаевич. Пожалуйста. Ну и в его лице тоже отдел селекции плодовых культур. То самое, да, пожалуйста. Первой Алексей Николаевич. Мы первый сегодня приехал, так что... Он еще вчера приехал, помогал нам расставлять. Спасибо, спасибо. Дубовский Александр Михайлович. Ну, Гомельским там привет, да, то самое, да, так что, да, поздравляю. Дубовская Наталья Николаевна. Поздравляю, спасибо. Багрецов Александр Васильевич. Спасибо за участие, да, спасибо. Яшкевич Дмитрий Михайлович. Спасибо вам за участие. Да. Яшкевич Лариса Николаевна. Козлович Александр Александрович. Так, ну, давай, спасибо, что поучаствовали. Так. Французенок Василий Владимирович, Горький. И Карась Павел Александрович. Спасибо. Ребят, с праздником. В следующем году у нас будет 5-й юбилейный, уже первый маленький скромный юбилей, поэтому приглашаем принять участие и в следующем году. И надеюсь, что эта традиция будет развиваться, продолжаться, количество участников будет расти, увлеченность культурой винограда тоже будет возрастать у нас в стране. Всем спасибо за участие. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, понравилось ли видео. Все, надеюсь, всем угодил. Всем удачи, пока.